меня зовут Михаил, это третья серия восстановления моего Mark II. Сегодня мы будем восстанавливать крышку багажника, крышу, бампер. Сделаем мини-обзор на мой, самодельный спойлер. Не, а что снимать? Это не снимает, погоди, рано. Приехали мы к другу, к нашему Дмитрию Кузьмину. Он занимается покраской, он решил нам помочь. Пленка, когда была наклеена, из-за чего все это я начал тоже делать, то есть из-за арок, из-за бампера заднего. Вот у нас, может видно, не видно, тут как снежинки. Камни летят снутри и пробивают вот этот вот там гилькаут, я не знаю, как это называется. Ну, в общем, стекловолокно вот это они пробивают, и оно трескается вместе со шпаклевкой и краской. Вот мы приехали, сейчас будем вот это все счищать и потом отшпаклевывать, выводить. Вот здесь проблема, как-то у меня вот, я рассказывал, на правой стороне сзади взлетелось колесо и тоже откололо кусок бампера. Ну так подкрасил, и с пленкой особо было не видно. Вот смотри, здесь такая же фигня. Чтобы такой больше фигни не было, вот, хотим снутри шпильки на стекловолокно приклеить, пенопласт вырезать, вот такие вот куски вот этого, ну, плотного, я не знаю, как он называется, оранжевый такой пенопласт, чтобы не пенить бампер, чтобы он не набирал там влагу, то есть и воду, ну и будет как защита, то есть камни будут лететь, чисто пенопласт. Сейчас снаружи делаем форму со скотча, вот Димон делает, вот получается хоп, вот так вот скотчем, и бампер, наверное, перевернем, как мы там сделаем, не знаю, уже по обстоятельствам, и вот здесь будет внутри стекловолокно. Крутили вот сюда саморез, вот когда-то мы ремонтировали уже этот бампер, и кусок подотлетел, то есть мы хотим сейчас туда залить эпоксидки и прикрутить саморез. Давай. Три слоя сверху наложил Димон, снизу побольше, он по-любому будет, ну, цеплять асфальт, потому что очень низкий бампер. Ну что, вот и шпаклевочка началась, вон Димон тут уже все наложил. Вот Димон все сделал, зашпаклевал, зашкурил. Сейчас Димон нанесет грунт. И все, то есть у него бампер этот высохнет, полежит денечек. Заберем его потом и пускай усаживается. Где-нибудь недельки через 2 перетрем, подготовим покраски. Крышу мы отшпаклевали. Вот тут были неровности, не знаю, откуда они берутся, то ли каштаны какие падают или что. Вот вмятина, здесь чуть было. Вот она вмятина. И крышку багажника. Вот была вмятина. Вот здесь чуть прям, ну, я ее застучал туда. И вот здесь по краю были сколы. Давным-давно я подкрашивал их, то есть, и они под пленкой так смотрелись тоже не очень. Все вот это перетер, убрал, теперь как бы все четенько получается. А так у нас крылья все готово. Можно будет сейчас уже наносить скоро шпаклевку жидкую. Будем сейчас обклеивать. Бампер мы забрали от Димы Кузьмина. В общем, он нам очень сильно помог. Огромное ему спасибо. Ну вот я вам показывал до этого, каким он был. На данный момент, вот, смотрите. Все отшпаклевано, все ровненько. Вот здесь был кусок отломанный, он все снутри проклеил.
отшпаклевал, то есть теперь вообще как новый бампер, то есть вот здесь все углы, все целое, вообще все четенько. Даже не верится. Решил обезопасить себя, мало ли есть какие-то неровности, и из опыта маляров хороших, перед тем, как нанести жидкую шпаклевку, советуют нанести эпоксидный грунт, чтобы не было точки росы. Шпаклевка обычная, она пропускает влагу, и за счет этого идет ржавчина снутри. Не даем ему высохнуть, ждем прям около 10 минут. И следом наносим уже жидкую шпаклевку. Тоже купил на Воловскую, говорят, она не проседает. Затем даем высохнуть и перетираем это все. Выводим крылья уже до идеала. И затем вот купил мягкую подложку. Прилепляется наждачка, а нужна она для того, чтобы нам не испортить форму крыла. Будем шлифовать. Она вот мягенькая, и она, то есть, шлифует по форме крыла. Ну, то есть просто перебивает риску, чтобы потом она не появилась, когда высохнет материал. Укрывочную пленку с запасом, растворитель, обезжириватель. Вот у нас еще коронка, грубо говоря, для вот этого крыла, которая переваренная. Вот на данный момент, как тут сейчас все ровненько. Снутри нужно промазать швы все, для того, чтобы не попадала вода и грязь, то есть, чтобы больше крыло это не гнило. То есть, он как бы недорогой, но вроде тоже, говорят, нормальный герметик. Блин, просто посильнее потянешь, он порвется. Да. Надо, чтобы до самого низа оно закрыло. Сзади? Не, вот здесь сбоку у тебя. Вот заклеили все пленкой, вырезали моменты, какие нам нужно пройти, то есть жидкой шпаклевкой. Кантик заклеил из-за того, потому что очень тяжело его вышкуривать, а вот здесь не заклеивал из-за того, что здесь он немножко кривоватый. Я хочу его подвыровнять, попробовать. Теперь берем, обезжириваем все, затем наносим эпоксидный грунт, ждем 10 минут и наносим жидкую шпаклевку. Вот она получилась такой вроде гладенькая. Но сейчас покажу, что у нас под этой жидкой шпаклевкой как бы образовалось. Вот, берем проявочную пасту и вот, например, наношу я пятно. Это значит уже просажено. Вот пятно. Вот здесь вот пятнышки. То есть это просадка. Наношу вот эту проявочную пасту и затем после этого начинаю шкурить. То есть шкурить начинаю 320-й наждачкой. Купил вот такую вот наждачку сеткой. Она, то есть, не забивается. И ей уже рубаночком все перетираю. И после этого уже будем наносить эпоксидный грунт сверху. И уже вот, ну, конкретно отстаиваться будет, усаживаться. И прям уже перед покраской, грубо говоря, за день шлифовать уже машинкой 400-кой. И потом уже перед покраской прям суперфайном пройдем. Переднее крыло вот у нас готово. Полностью я его, то есть 320-й на рубаночке зачистил. Все краюшки прошел. Особенность вот этой вот проявочной пасты, когда ее наносишь, после этого начинаешь шлифовать, и видно, если есть какие-то малейшие вмятинки, рукой их как бы особо не учуешь в такой обстановке. А вот здесь вот, смотрите, вот я обвел, вот обнаружил вмятинку. Хотя вроде как бы ходили тут, ну, щупали всю тачку, то есть все было гладко. Ну и вот сейчас покажу процесс сам. Нанесли мы вот эту маску. И вот я тру, и вот проявляется, то есть вот вмятинка, как бы она на грунте вряд ли убралась бы. Про что я и говорил, то есть для чего нам нужна жидкая шпаклевка, чтобы перестраховаться и сделать более качественно. Это очень долгий процесс. И вот так вот дальше. То есть пока что, ну, не станет однородный цвет вот такой вот серый. Давно хотел спойлер, и решил я что-то сам сделать. Насмотрелся видосов различных, как вообще делается, то есть со стеклоткани. Начал с того, что купил пенопласт оранжевый такой,
плотный, я не знаю, как он точно называется. Ну, вырезал по форме, то есть багажника его, прилепил его скотчем малярным и вырезал, то есть форму, какая мне как бы понравится. Я вот хотел именно хвостик такой сделать, именно такой, которого ни у кого нету. Ну и сделал, то есть с пенопласта форму. После этого пенопласт обернули в целлофан, багажник весь целлофан обернули тоже, чтобы как бы не уделать эпоксидкой. И потом после этого уже наносили стекловолокно. Тут, конечно, много как бы шпаклевки из-за того, что, ну, делалось все с пенопласта, я не профессионал. Ну, как бы форма получилась та, что я хотел. Он эксклюзивный, крепится он у меня вот здесь просто на стекольный герметик. Поездил я лето на нем. Я же как бы не маляр. И он весь вот просел, то есть стал немного кривоватый. То есть он подходит, но он кривоватый. То есть вот его даже, я не знаю, на отблик, если видно. Вот. А был идеально ровный вообще, то есть прям идеально ровный. Я теперь его хочу зачистить по новой и подшпаклевать где нужно, чтобы он был, ну, ровненький, как заводской, то есть как заводское изделие. Ну и потом, соответственно, краситься и в пленку будет тоже обтягиваться. Ну и заказал двери, то есть у меня правая задняя целая вся, я ее не стал, то есть менять ничего. А остальные снизу как бы есть ржавки и там мятины. Решил я поставить контрактные хорошие двери. Заказал 2 с Кургана, одну купил в Москве и заказал заднее стекло с метлой. Как бы за адекватную цену, не так, как на форпосте продают. Остается только мне лобовое стекло, но на данный момент как бы не могу я оригинального стекла найти за адекватную цену. Так что так. Ну а на сегодня все. В следующей серии, я думаю, мы будем уже грунтовать машину. Будем выжидать, то есть пока грунт сядет, перед покраской за день будем его зачищать. Кому интересна машина, ссылочка на драйв в описании. Всем пока.